Всем привет, друзья! Прежде чем начать разговор по теме, хочу сделать объявление, что в эту субботу в 12:00 по московскому времени у меня будет первый стрим в новом году. Формат как обычно: 1 час пообщаемся, проведу розыгрыш, предоставлю код обмена, а потом будет сражение за Капитолий в 86-м штате противника. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Я вас очень жду, хочу провести с вами время и пообщаться. И еще прошу вас досмотреть видео до конца, я для вас приготовил маленький сюрприз. Итак, сегодня мы продолжим разговор о распространенных ошибках игроков State of Survival. Я в игре уже около года, и за это время я и мои соклановцы сделали ряд выводов по игровой тактике, и сейчас хочу поделиться с вами накопленным опытом и дополнить тему ошибки игроков. Еще добавлю, что этот список мы составляли очень большим количеством игроков, и хотел выразить благодарность всем, кто работал над этим материалом. В прошлом ролике на эту же тему я рассказал о 9 ошибках, на мой взгляд. Сегодня я хочу добавить к этому списку еще 7 ошибок, и в общем будет 16 ошибок, и еще создал таблицу с привязкой ко времени и ссылкой на эти ошибки. Задача в том, чтобы мы распространяли эту таблицу, и игроки могли потратить несколько минут, чтобы потом не совершать ошибки и не разочаровываться в игре. Я надеюсь, этот материал полностью исключит самые распространенные ошибки. Игроки будут тратить свое время в State of Survival и получать удовольствие. И если у меня спросить, какая самая распространенная и главная ошибка, я скажу: это торопливость. Просчитывайте каждый свой шаг и не спешите. А теперь к списку. Я продолжу нумерацию, исходя от прошлого ролика. Кстати, обязательно посмотрите прошлый ролик, ссылку оставлю в описании. И у нас появится с вами в игре четкое понимание ошибок и номера этих ошибок. К примеру, мы сможем сказать любому игроку: дружище, ты совершил ошибку номер 5 или 15, посмотри таблицу или ролик. Ну что, начнем. Ошибка номер 10. Это поднятие уровня шефа по мере накопления опыта шефа. Скорее всего, вы все уже заметили, что с поднятием уровня шефа идет восполнение шкалы выносливости до 200 единиц. Не стоит поднимать уровень шефа, когда ваша выносливость не на нуле. Поясню почему. Например, количество вашей энергии сейчас 15 единиц. Повысив уровень шефа, вы получите не 200 выносливости, а только 185. Лучший вариант — это копить жетоны шефа и поднимать уровень шефа на ивентах. Для этого хорошо подходит событие «Охота на охотника», либо те задания в событиях, где нам нужно убивать зараженных и нечестивых. Активно убивая зараженных в событиях, вы получаете больше шансов занять хорошее место и получить неплохие награды. Про одно такое событие я хочу поговорить подробнее. Итак, нельзя пренебрегать событием «Охота на охотника», даже если вам не нужны дневники Трэвиса. Весь смысл не в них, а в сумках, которые мы получаем за убийство простых зараженных. К примеру, я на одном таком событии собрал 426 мешков, и мне из них выпало 10 650 биокапсул, 1180 единиц выносливости, 840 тысяч опыта из учебников героев и 6000 минут универсальных ускорений. В моем альянсе многие игроки собирают от 300 до 500 мешков за событие. Также во время данного ивента не тратьте выносливость понапрасну, что, к сожалению, очень часто я наблюдаю в других альянсах. Бейте простых зараженных на радаре и в диких землях. Не создавайте и не вступайте в рейды на нечестивых и зараженных охотников. Не создавайте зоны заражения. Все это лучше делать после окончания события. В ином случае вы попросту потратите энергию и соберете меньше сумок Трэвиса. И небольшой совет для новичков. Старайтесь ходить в основном на элитных охотников, конечно, уже после окончания ивента. Пусть каждый игрок по очереди открывает полный охотничий дневник Трэвиса, тем самым вызывая на карте элитного зараженного охотника, и делает на него рейд полным маршем. Входящие в рейд отправляют героев и одного солдата. Этого будет достаточно, чтобы убить охотника, а в рейд смогут зайти все желающие, так как на начальных этапах игры вместимость рейдов игроков еще маленькая. 11-я ошибка. Это нерациональная трата биокапсул.
По началу игры в моем альянсе многие тратили биокапсулы в технологию Союза, но делать это не стоит, достаточно просто своевременно использовать попытки вкладов за ресурсы. Что касается траты биокапсул на бафы войны, прежде чем купить и включить их, подумайте. Если вы не рейдер, а будете только вступать в рейд, то вам они не нужны, так как бафы работают только от лидера, и от того, что вы их включите, ваш рейд не станет сильнее. На мой взгляд, самая рациональная трата биокапсул — это рулетка Рея или прокачка уровня VIP. Ваша задача накопить от рулетки до рулетки, которая будет раз в 2 недели, 43 500 биокапсул и открыть 3 сундука с фрагментами героя. Самый выгодный вариант — это крутить рулетку 10 раз за 13 500 биокапсул, так как при этом одна попытка будет бесплатной. Если же вы будете крутить 10 раз по одной попытке, то потратите 15 000 капсул. Экономика, я думаю, понятна. Но еще хочу обратить внимание, что не стоит тратить капсулы на первые рулетки с Мэдди и Триша. Стоит первое время уделить внимание ВИПу и уровню шефа, так как на 55 уровне вы будете обучать армию намного быстрее из-за талантов, которые добавляют 160% скорости обучения войск. А на 58 уровне шефа исследование в лаборатории будет проходить быстрее на 70%. Также многие игроки не обращают внимания на VIP, не активируют его за 10 000 биокапсул в месяц или не качают его вообще. Имея 7-й VIP, на получение которого нужно 60 000 очков или 120 000 биокапсул, вы будете получать каждый день 1 универсальный фрагмент героя, 7 знаков легендарного героя, 5 знаков превосходного и 4000 опыта шефа. Это будет помогать вам быстрее поднимать уровень шефа или героев. Также можно отметить, что если вы хотя бы немного донатите, то можно раз в месяц покупать ежедневную поставку. Она даст вам VIP на 30 дней, и в общей сложности за месяц вы получите 3000 биокапсул, 3000 хлеба, 3000 выносливости шефа и 3000 VIP очков. А 8-й уровень VIP откроет дополнительный марш, что даст вам плюсы в сборе ресурсов, укреплении зданий на воде, больше очков на ловушки и другие преимущества. Качать уровень VIP за капсулы лучше всего во время вызова Союза, взяв задание на трату биокапсул или на событиях, где есть соответствующие задания. Тогда вы получаете дополнительные награды и повышаете ваш VIP уровень. И не забывайте про инкубатор в лаборатории. Выгоднее всего делать вклад на сутки, чем на месяц или на неделю. Но для этого нужно совершить покупку в игре на любую сумму, чтобы эта возможность появилась. Если же вы принципиально не хотите тратить на игру ни рубля, то пока не построите 30 уровень лаборатории, лучше делать вклад на неделю. По достижению 30 уровня лаборатории самый выгодный вклад будет на 30 дней. Если у вас закончились капсулы и вам они очень нужны, то при наличии капсул в инкубаторе вы сможете спокойно вывести их оттуда в любой момент, но увы, вы потеряете прирост. Ошибка номер 12. Неправильные покупки в магазине купонов. Для создания медалей шефа в первое время будет требоваться большее количество влияния наемника. Но уже с серебра 2-го уровня и до последнего уровня золотой медали жетонов знака понадобится намного больше, чем беретов. Поэтому покупка влияния наемника в магазине купонов является ошибкой, даже если на данном этапе игры вам их не хватает. Всегда обменивайте купоны на жетон знака, облегчая себе тем самым улучшение медалей в будущем. Ошибка номер 13 – это союз, в котором вы находитесь. Очень много игроков сидят в неактивных союзах или в союзах, где мало игроков. Находиться в подобном альянсе – это большая ошибка. Мы все пришли играть, расти и развиваться. В таком союзе ваши шансы на это очень малы. Ваше развитие будет отставать с каждым днем. Вы не будете получать хороших наград, военная стратегия быстро превратится в ферму, и вскоре у вас пропадет интерес играть или что-то делать. Поэтому, если игра вам интересна, нужно идти в активный союз, где вы сможете активно развиваться, даже если он будет англоязычным. Ошибка номер 14 – это толпа зараженных. Многие не понимают этот ивент и недооценивают его. Задача ивента заключается в том, чтобы устоять перед атаками зараженных.
Когда лидер Альянса или R4 вызывает толпу, у человека приходит уведомление о том, что приближается толпа зараженных, и игрок в панике заходит в игру, где, не разобравшись или не понимая, что происходит, надевает щит или еще хуже, начинает улетать релокатором от идущих на него волн зомби. У меня в Союзе человек потратил 15 штук релокаторов, прыгая от волн зараженных, чтобы они его не сожгли. Поэтому будьте внимательны и коммуникабельны в своем союзе. Не стесняйтесь лишний раз задать вопрос и уточнить игровые моменты. И проходить толпу зараженных, применяя различные стратегии, чтобы в итоге занять хорошие позиции в штате, ваша обязанность, если вы хотите успешно развиваться в игре. На тему стратегии толпы у меня есть ролик, правда он очень старый. Обязательно посмотрите его, ссылка будет в описании. Надеюсь, смысл вы поймете. В будущем сделаю для вас новый материал и расскажу, какие варианты прохождения есть и на что лучше обращать внимание. Ошибка номер 15 про ловушку советчика, а точнее про тех, кто ее пропускает. Я до сих пор замечаю, что не все посещают данное мероприятие или относятся к нему несерьезно, тем самым допуская большую ошибку. Я расскажу на своем примере. Когда я только начинал играть, я не обращал на это событие свое внимание, тем самым допустил ошибку и отстал в развитии от тех игроков, кто его не пропускал. Это очень важное событие, на мой взгляд, которому нужно уделить особое внимание и стараться ходить на него, не пропуская. Много времени оно не занимает, всего 30 минут, раз в 2 дня. Но вы получите в награду ресурсы для изготовления снаряжения героев. Тем самым увеличите свою мощь и силу героев. Также скоро сделаю ролик, где расскажу самую удачную стратегию прохождения для всего Альянса. Ошибка номер 16. Ресурсы играют ключевую роль в игре State of Survival. Без них вы не сможете сделать практически ничего. При отправке на ресурсы система автоматически ставит в марш самых сильных героев, и здесь многие допускают ошибку. Уходя спать, вы скорее всего отправляете все марши и всех героев на сбор ресурсов, а этого делать нельзя. Ваше поселение будет ослаблено, так как поселение без сильных героев в нем очень уязвимо. Даже если у вас в штате нет нападений на штабы, нельзя исключить тот факт, что кто-то захочет вам отомстить или забрать ваши ресурсы, ну или просто проверить свои силы. Поэтому, отправляя войска на сбор ресурсов, не забывайте простое правило. Ваши сильные герои должны оставаться в штабе во избежание плохих последствий. Не бойтесь атак на сборах, это не так важно, как обнуление вашего штаба. Также можно отправлять специальных героев на сбор конкретных ресурсов. Повар увеличивает скорость сбора дерева, Майк скорость сбора еды, Расти скорость металла, Призрак работает над топливом. Выбрав правильную ветку талантов экономики или включив баф на скорость сбора, вы также сможете собирать ресурсы намного быстрее, чем обычно. И самое главное, друзья мои, помните, что это игра и все время что-то меняется. Постоянно добавляются всякие новинки, и многие советы, тактики, рекомендации могут перестать действовать уже в следующем обновлении. Так что следите за моим каналом и подключайтесь к нашему Дискорду, где есть вся свежая и актуальная информация по игре. Ссылку на него оставлю под видео. Друзья, это было на сегодня все, что я хотел рассказать. А теперь к маленькому сюрпризу. Я для вас раздобыл небольшой код обмена. Я благодарю вас за просмотр. И код вы видите на своих экранах. Забирайте свои подарки. Кстати, он будет работать несколько дней без ограничений. Обязательно подписывайтесь на мой канал и жду вас в субботу на моем стриме. Если этот ролик вам понравился, обязательно поставьте лайк. Жду ваши комментарии. А я хочу опять поблагодарить вас за просмотр и попросить не делать ошибок. Желаю всем удачи и до новых встреч!